Урок 1. Покупка одежды. Привет, Анна. Ты тоже сегодня покупаешь одежду? Привет, Джон. Да, я хочу обновить свой повседневный гардероб. Отличная идея. Выбор подходящей одежды может существенно повлиять на наше самочувствие. Совершенно верно. Я ищу удобные, но стильные вещи, которые можно носить регулярно. Важно выбирать одежду, которая отражает наш индивидуальный стиль и позволяет нам чувствовать себя уверенно. Не могу не согласиться с этим. Одежда должна отражать нашу индивидуальность и индивидуальность. При покупке учитывайте качество ткани и долговечность одежды. Качество – это ключ к успеху. Инвестиции в качественную одежду гарантируют, что она прослужит дольше. Также обратите внимание на посадку. Хорошо сидящая одежда улучшает наш внешний вид и обеспечивает комфорт. Примерка разных размеров и стилей поможет нам найти наиболее подходящий вариант. Не бойтесь экспериментировать с разными цветами и узорами, чтобы разнообразить свой гардероб. Добавление ярких красок или интересных узоров может сделать одежду более привлекательной. И не забывайте об универсальности. Выбирайте вещи, которые можно комбинировать, чтобы создать разные наряды. Создание универсального гардероба открывает безграничные возможности одежды без лишней одежды. При выборе одежды учитывайте свой образ жизни и то, для каких случаев вы обычно одеваетесь. Это хорошее замечание. Одежда должна соответствовать нашей повседневной деятельности и мероприятиям, которые мы посещаем. Воспользуйтесь распродажами и скидками, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств. Распродажи – отличная возможность найти выгодные предложения и сэкономить. Прежде чем совершить покупку, спросите себя, действительно ли этот предмет украсит ваш гардероб и будете ли вы его часто носить. Внимательное отношение к покупкам помогает нам избежать импульсивных покупок и создать тщательно подобранный гардероб. И помните, что если вы не уверены в том, что с конкретным товаром, можно обратиться за советом к продавцам или друзьям, разбирающимся в моде. Урок 2. Оставайтесь на связи с помощью Wi-Fi. Привет, Анна. Достаточно ли здесь подключения к интернету для просмотра? Привет, Джон. Да, Wi-Fi здесь надежен для базового использования интернета. Приятно это знать. Wi-Fi важен во время путешествий или удаленной работы. Совершенно верно. Это позволяет нам оставаться на связи и получать удобный доступ к информации. Wi-Fi позволяет нам просматривать веб-страницы, проверять электронную почту и использовать различные онлайн-сервисы. Это стало важным инструментом коммуникации и доступа к цифровым ресурсам. При подключении к общедоступным сетям Wi-Fi важно уделять приоритетное внимание безопасности. Да, использование виртуальной частной сети, VPN, может помочь защитить наши данные и сохранить конфиденциальность. VPN шифрует наш интернет-трафик, что затрудняет перехват конфиденциальной информации другими пользователями. Это мера предосторожности, обеспечивающая безопасность наших действий в интернете. Кроме того, рекомендуется использовать надежные и уникальные пароли для наших сетей Wi-Fi.
Надежные пароли обеспечивают дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа. Если у нас возникнут проблемы с подключением к Wi-Fi, полезно узнать, как их устранить. Перезапуск маршрутизатора или забвение и повторное подключение к сети часто устраняют проблемы с подключением. Иногда настройка антенны Wi-Fi или перемещение ближе к маршрутизатору могут улучшить уровень сигнала. А если ничего не помогает, рекомендуется обратиться за помощью к администратору сети или поставщику услуг. Также важно внимательно следить за использованием интернета и не перегружать сеть. Совместное использование больших файлов или потоковое видео высокой четкости могут замедлить работу Wi-Fi для других. Если мы находимся в общественном месте, важно быть внимательным к другим и не перегружать полосу пропускания. Совершенно верно. Речь идет об уважении и обеспечении положительного опыта работы в интернете для всех. Наконец, стоит отметить, что доступность Wi-Fi может отличаться при поездках в разные места. Изучение точек доступа Wi-Fi или ношение портативного устройства Wi-Fi могут быть полезны в дороге. Спасибо, что поделились этими идеями. В современную цифровую эпоху очень важно оставаться на связи с надежным Wi-Fi. Урок 3. Соловей из Флориды. Привет, Анна. Знаете ли вы, что соловей из Флориды был изобретен современным медсестринским делом? Привет, Джон. Да, Флоренс Найтингейл сыграла важную роль в формировании сферы сестринского дела. Она произвела революцию в медицинской практике и сделала сестринское дело уважаемой профессией. Сосредоточение внимания Флоренс Найтингейл на гигиене и санитарии в больницах спасло бесчисленное количество жизней. Ее преданность уходу за пациентами и развитию образования медсестер была поистине замечательной. Она признала важность чистой и хорошо организованной среды для выздоровления пациентов. Усилия Флоренс Найтингейл во время Крымской войны показали миру ценность заботливого ухода за больными. Ее тщательное ведение документации и анализ данных также способствовали прогрессу в сфере здравоохранения. Она была первопроходцем в использовании статистики для улучшения больничных условий и снижения смертности. Работа Флоренс Найтингейл заложила основу сестринской практики, основанной на фактических данных. Сегодня ее принципы по-прежнему преподаются и соблюдаются в школах медсестер по всему миру. Медсестры продолжают черпать вдохновение в ее самоотверженности и приверженности благополучию пациентов. Влияние Флоренс Найтингейл вышло за рамки ухода за больными и оказало долгосрочное влияние на общественное здравоохранение. Она выступала за социальные реформы и привлекла внимание к вопросам, влияющим на благополучие общин. Ее вклад в здравоохранение и общество в целом невозможно переоценить. Совершенно верно. Наследие Флоренс Найтингейл продолжает вдохновлять целые поколения медсестер и медицинских работников. Мы очень благодарны флоридскому соловею за ее бесценный вклад. Ее новаторский дух и непоколебимая преданность делу продолжают формировать область сестринского дела и сегодня. Давайте вспомним и почтим память Флоренс Найтингейл за ее огромный вклад в развитие современного ухода за больными. Урок 4.
Общение с арендодателем. Привет, Анна. Я слышала, что ты переезжаешь в новую квартиру. Отлично. Привет, Джон. Да, я в восторге от нового места. Мне просто нужно связаться с арендодателем. Неплохая идея. Обязательно примите к сведению любые вопросы, которые у вас есть к арендодателю. Определенно. Я хочу уточнить условия аренды и любые дополнительные платежи или коммунальные услуги. Важно знать срок аренды и возможность ее продления. Я также расскажу об обязанностях по техническому обслуживанию и о том, как сообщать о любых проблемах. Также важно узнать о гарантийном депозите и процедуре его возврата. Я хочу подтвердить, есть ли какие-либо ограничения на размещение домашних животных или требуется ли внесение залога за домашних животных. Это хорошая возможность узнать об организации парковки и любых сопутствующих расходах. Я также спрошу о политике внесения изменений или ремонта в квартире. Узнайте о процедуре уведомления, если вы решите переехать в будущем. Я обязательно поинтересуюсь предпочтительным способом связи с арендодателем. Также рекомендуется узнать о любых правилах или положениях, относящихся к зданию или комплексу. Совершенно верно. Знание ожиданий и рекомендаций поможет обеспечить комфортную жизнь. Не забудьте узнать о процессе внесения арендных платежей и о том, есть ли штрафы за просрочку платежа. Я также поинтересуюсь, есть ли в квартире стиральная машина и сушилка. Спрашивая о районе и близлежащих удобствах, вы также можете получить полезную информацию. Перед подписанием договора аренды важно чувствовать себя комфортно и в курсе событий. Уделив время этим вопросам, вы сможете принять взвешенное решение и избежать неожиданностей. Я согласен. Четкое общение с арендодателем является ключом к положительному опыту аренды. Удачи в разговоре. Надеюсь, вы найдете идеальную квартиру. Урок 5. Кулинарные советы и рекомендации. Привет, Анна. Тебе нравится готовить? У меня вопрос о самом процессе приготовления. Привет, Джон. Да, я обожаю готовить. В чем тебе нужна помощь? Следуя рецепту, что лучше приготовить ингредиенты заранее или готовить на ходу. Обычно рекомендуется готовить ингредиенты заранее, особенно для сложных рецептов. В этом есть смысл. Это помогает обеспечить более плавный процесс приготовления и предотвратить вздрагивание в последнюю минуту. Именно так. Это называется миссия in place, что означает, что перед приготовлением все должно быть на своих местах. Миссия Van Place помогает вам оставаться организованным и позволяет сосредоточиться на самом приготовлении пищи. Также полезно точно измерять и готовить ингредиенты, чтобы сохранить баланс рецепта. Я слышал, что предварительная подготовка ингредиентов также может сэкономить время во время самого процесса приготовления. Да, когда все готово, вы можете просто добавить их в нужное время без каких-либо задержек. Отличный совет. Итак, как насчет самой кулинарии?
Какие-нибудь советы по этому поводу? Один важный совет. Предварительно разогрейте кухонную утварь или сковороды перед добавлением ингредиентов. Предварительный нагрев обеспечивает равномерное приготовление и предотвращает прилипание пищи к сковороде. Еще один совет. Не переполняйте сковороду. Оставьте немного места для правильного распределения тепла. Я заметила, что из-за переполненности блюда могут приготовиться на пару, а не поджариваться или подрумяниваться. Верно. Важно дать каждому ингредиенту достаточно места для правильного приготовления. Как насчет приправ? Когда нужно добавлять соль и другие специи? Обычно лучше всего приправлять на протяжении всего процесса приготовления, постепенно наслоивая ароматы. Итак, следует ли добавлять все приправы в начале или на разных этапах? Это зависит от рецепта. Некоторые специи добавляют в самом начале, чтобы блюдо настоялось, а другие добавляют позже для более свежего вкуса. Я учту это. Для правильной приправы важно следовать инструкциям по рецепту. Совершенно верно. И помните, вы всегда можете приправить приправу по своему вкусу по ходу дела. Это обнадеживает. Я не хочу в итоге съесть слишком соленое или пресное блюдо. Эксперименты со вкусами– это часть удовольствия от приготовления пищи. Не бойтесь проявлять творческий подход. Спасибо за советы. Теперь я чувствую себя увереннее в процессе приготовления. Урок 6. Изучение суши и пасты. Привет, Анна. Я большая поклонница суши и пасты. А как же ты? Привет, Джон. Я также люблю суши и пасту. Они оба по-своему вкусные. Отлично. Какой суши-ролл вам больше всего нравится, когда вы посещаете суши-ресторан? Обычно я предпочитаю классический калифорнийский ролл. Мне нравится сочетание крабов, авокадо и огурца. Популярным выбором является калифорнийский ролл. Мне самому нравится острый ролл с тунцом. Острые роллы с тунцом просто фантастические. Привкус пряности придает дополнительный вкус. Совершенно верно. Вы пробовали другие виды суши-роллов, которые вы бы порекомендовали? Да, рулет с радугой– еще один мой любимый. Визуально он привлекателен, а сверху– разнообразная рыба. Радужный рулет звучит потрясающе. Обязательно попробую в следующий раз. Отличный выбор. Дайте мне знать, как вам это нравится. Подойдет. Теперь давайте поговорим о пасте. Какое твое любимое блюдо из пасты? Сложно выбрать что-то одно, но мне очень нравятся классические спагетти глиа и олиа. Спагетти глиа и олиа простые, но ароматные. Сочетание чеснока и оливкового масла просто фантастическое. Совершенно верно. Иногда простота является ключом к вкусному блюду. Я согласен. Вы пробовали какие-нибудь блюда из пасты с уникальными ингредиентами или вкусами? Да, я попробовал пасту с трюфельным маслом и грибами. Оно было невероятно насыщенным и ароматным.
Звучит просто чудесно. Мне придется поискать ресторан, где подают это блюдо. Его определенно стоит попробовать, если вам нравятся землистые ароматы. Я учту это. Спасибо за рекомендацию. Урок 7. Создание уютной атмосферы. Привет, Анна. У меня есть идея. Пойдем в новый магазин домашнего декора в центре города. Привет, Джон. Конечно, это звучит как отличный план. Мне нравится посещать новые магазины. Хорошо, давайте сейчас пойдем туда. Я слышала, что у них широкий выбор свечей и диффузоров. Это замечательно. Мне нравится наполнять свой дом приятными ароматами. Это создает уютную атмосферу. Совершенно верно. Правильная атмосфера может сделать пространство теплым и уютным. Послушайте, есть свечи разных размеров и ароматов. Они идеально подходят для создания расслабляющей атмосферы. Понимаю. Какие ароматы вы предпочитаете? Мне нравится лаванда и ваниль. Лаванда и ваниль – прекрасный выбор. Меня больше привлекают цитрусовые или цветочные ароматы, такие как лимон или роза. Эти ароматы звучат освежающе. Интересно, как разные ароматы могут вызывать разное настроение. Определенно. Все дело в личных предпочтениях и поиске того, что приносит радость и расслабление. Согласовано. А, смотрите, у них также есть диффузоры. Это отличная альтернатива свечам. Диффузоры прекрасны, потому что они обеспечивают непрерывный и тонкий аромат в течение дня. Это правда. Кроме того, они не требуют особого ухода и не требуют открытого огня, как свечи. Это более безопасный вариант, особенно если у вас дома есть домашние животные или маленькие дети. Совершенно верно. Безопасность всегда должна быть приоритетом. Давайте также посмотрим на диффузоры. Отличная идея. Мне интересно посмотреть, какие разные дизайны и ароматы они предлагают. Посмотрите на эту. Это элегантный и современный диффузор, который дополнит любой интерьер. Это прекрасно. Мне нравится, что оно служит декоративным украшением комнаты. Именно так. Это отличный способ улучшить общую эстетику, наслаждаясь приятными ароматами. У меня возникает соблазн купить его для гостиной. Это создаст уютную атмосферу для гостей. Это отличная идея. Уверен, ваши гости по достоинству оценят уютную атмосферу. Урок 8. Расслабление после работы. Привет, Анна. Какой у тебя обычный вечер после работы? Привет, Джон. После работы я обычно готовлю ужин и смотрю любимые сериалы. Как насчет тебя? Звучит расслабляюще. Мне тоже нравится готовить. После работы мне нравится бегать и читать книгу. Бег – отличный способ очистить разум и оставаться активным. Какие книги тебе нравятся? Мне нравятся жанры детективов и триллеров. Они вдохновляют и развлекают меня. Это интересно.
Я предпочитаю фэнтези и научную фантастику. Они переносят меня в разные миры. Удивительно, как книги могут отправить нас в невероятные путешествия, не выходя из дома. Совершенно верно. Они позволяют нам исследовать новые идеи и перспективы. Помимо приготовления пищи и просмотра сериалов, есть ли у вас другие хобби или занятия, которые вам нравятся по вечерам? Да, мне также нравится заниматься йогой. Это помогает мне расслабиться и снять стресс после долгого дня. Йога прекрасно подходит как для тела, так и для ума. Мне стоит как-нибудь попробовать. Тебе определенно стоит это сделать. Это прекрасный способ обрести равновесие и внутренний покой. Я учту это. Спасибо за предложение. Добро пожаловать. Как насчет тебя? Какие еще занятия вам нравятся по вечерам? Иногда я играю на гитаре. Для меня это творческий путь, который помогает расслабиться. Это впечатляет. Музыка успокаивает душу. Это действительно так. Удивительно, как оно может вызывать разные эмоции и поднимать настроение. Совершенно верно. Что ж, похоже, у нас обоих есть приятные рутины, чтобы расслабиться после работы. Действительно, важно уделять время себе и заниматься любимым делом. Урок 9. Ежедневная уборка. Привет, Анна. Уборка доступна каждый день. Привет, Джон. Да, уборка производится ежедневно во всех номерах. Это удобно. Приятно иметь чистую и аккуратную комнату, в которую можно возвращаться. Совершенно верно. Это делает наше пребывание более комфортным и приятным. Есть ли определенное время, когда обслуживающий персонал приходит на уборку? Да, они обычно приходят утром или рано днем, чтобы убраться в номерах. Понимаю. Приятно знать расписание, чтобы мы могли соответствующим образом спланировать свой день. Определенно. Если мы выйдем из дома во время уборки, они всегда могут вернуться позже. Это полезно. Важно сообщить сотрудникам о своих предпочтениях. Да, они обычно очень любезны. При необходимости мы можем запросить конкретное время уборки. Приятно это слышать. Я ценю их гибкость. Что еще вы хотели бы узнать об услугах по уборке? Предоставляют ли они какие-либо дополнительные услуги, помимо уборки номеров? Да, они предлагают такие услуги, как свежие полотенца, пополнение туалетных принадлежностей и смена постельного белья. Это удобно. Приятно, что об этих удобствах позаботились во время нашего пребывания. Совершенно верно. Это избавляет нас от необходимости беспокоиться об этих вещах. Приятно знать, что обо всем хорошо позаботились. Это делает наше пребывание более расслабляющим. Я согласен. Это позволяет нам сосредоточиться на приятном времяпрепровождении и изучении окрестностей. Определенно. Все дело в комфортном проживании.
Хочешь еще что-нибудь узнать? Нет, вы очень помогли. Спасибо, что ответили на мои вопросы. Урок 10. Основы активного отдыха. Привет, Анна. Нам определенно стоит надеть удобную обувь и взять с собой солнцезащитный крем. Привет, Джон. Безусловно, удобная обувь необходима для долгих прогулок или активного отдыха. Они обеспечивают необходимую поддержку и предотвращают любой дискомфорт. Да, важно заботиться о своих ногах, особенно когда мы в движении. А солнцезащитный крем необходим для защиты кожи от вредных ультрафиолетовых лучей, верно? Совершенно верно. Солнцезащитный крем помогает предотвратить солнечные ожоги и снижает риск повреждения кожи. Очень важно наносить солнцезащитный крем даже в пасмурные дни, не так ли? Да, ультрафиолетовые лучи все еще могут проникать сквозь облака, поэтому солнцезащитный крем необходим независимо от погоды. Приятно это знать. Я обязательно возьму его с собой, когда выйду на улицу. Это мудрое решение. Лучше подготовиться и защитить кожу. Помимо удобной обуви и солнцезащитного крема, стоит ли нам подумать о чем-нибудь еще? Всегда полезно носить с собой бутылку с водой, чтобы избежать обезвоживания в течение дня. Гидратация играет ключевую роль, особенно когда мы проводим время на свежем воздухе и ведем активный образ жизни. Совершенно верно. Это помогает нам поддерживать уровень энергии и предотвращает обезвоживание. Что еще мы должны иметь в виду во время наших приключений на свежем воздухе? В зависимости от вида деятельности важно правильно одеваться и учитывать погодные условия. Многослойная одежда может быть полезна в случае изменения температуры в течение дня. Урок 11. Настоящая дружба. Привет, Анна. Люди, с которыми я когда-либо встречался, с тех пор он стал одним из моих лучших друзей. Привет, Джон. Приятно это слышать. Настоящая дружба действительно ценна. Совершенно верно. Его преданность и поддержка делают меня благодарной за то, что он есть в моей жизни. Удивительно, как дружба обогащает нашу жизнь и приносит радость. Определенно. Бесценно иметь кого-то, на кого можно положиться и поделиться опытом. Как вы думаете, важно беречь и развивать эти дружеские отношения? Совершенно верно. Дружба требует усилий и понимания с обеих сторон. Это улица с двусторонним движением, где оба друга вносят свой вклад в отношения. Это правда. Взаимное уважение и доверие– основа крепких дружеских отношений. И здорово, что кто-то принимает нас такими, какие мы есть, недостатки и все такое. Определенно. Настоящий друг понимает и поддерживает нас даже в трудные времена. Приятно знать, что у нас есть кто-то, кто нас поддерживает. Да, это заставляет нас чувствовать себя менее одинокими и более связанными с миром. Дружба также может вдохновить нас стать лучшими версиями самих себя. Совершенно верно. Видя, как наши друзья достигают своих целей, мы стремимся к достижению своих целей.
В этом прелесть дружбы, в том позитивном влиянии, которое она оказывает на нашу жизнь. Это правда. Хороший друг может помочь нам полностью раскрыть свой потенциал. И важно ответить взаимностью на эту поддержку и поддержку нашим друзьям. Определенно. Быть рядом с ними в трудную минуту очень важно. Мы должны стремиться к тому, чтобы быть такими друзьями, какими хотели бы быть сами. Хорошо сказано. Дружба — это прекрасное путешествие, которое постоянно развивается. Урок 12. Страсть к путешествиям. Привет, Анна. Вы когда-нибудь ездили в поход? Привет, Джон. Да, несколько лет назад я отправился в поход по Европе. Звучит потрясающе. Каков был ваш опыт? Это было просто невероятно. Мне удалось исследовать разные страны и погрузиться в их культуру. Наверное, это было настоящее приключение. В каких странах вы побывали? Я посетил Францию, Италию, Германию, Испанию и Нидерланды. Ух ты, это целый список. Были ли у вас любимые места? Выбрать сложно, но мне очень понравился шарм Парижа и потрясающие пейзажи Италии. Могу только представить себе захватывающий дух достопримечательности, которые вы, должно быть, видели. Красота Европы поистине завораживает. Каждое место имело свою неповторимую привлекательность. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями во время похода? Было несколько проблем, таких как языковые барьеры и навигация по незнакомым городам. Как вы преодолели эти препятствия? Я полагался на карты, путеводители и иногда обращался за помощью к местным жителям. Это находчиво с твоей стороны. Встречались ли вы по пути с интересными людьми? Абсолютно. Я завела друзей из разных стран и поделилась незабываемыми впечатлениями. Удивительно, как путешествия могут познакомить нас с людьми из всех слоев общества. Действительно, это открывает наши умы и расширяет наши перспективы. Были ли у вас памятные моменты или истории из поездки? Так много. Одним из моих любимых было наблюдение за закатом над Средиземным морем в Греции. Звучит захватывающе. Путешествия действительно дарят нам незабываемые воспоминания. Так оно и есть. Это обогащает нашу жизнь и позволяет нам создавать истории, которыми стоит поделиться. Я тоже надеюсь когда-нибудь отправиться в пеший поход. Я очень рекомендую его. Этот опыт не похож ни на один другой. Я обязательно учту это. Спасибо, что поделились впечатлениями о путешествиях. Урок 13. Эффективная коммуникация. Привет, Анна. Я думаю, что четкое общение очень важно в любой команде или проекте. Привет, Джон. Не могу не согласиться с этим. Это позволяет всем оставаться в курсе событий и способствует совместной работе. Именно так. Когда люди понимают друг друга, они могут работать вместе более эффективно. Это правда.
Недопонимание может привести к недоразумениям и задержкам. Важно ясно и кратко излагать мысли и идеи. Совершенно верно. Использование простого и лаконичного языка помогает избежать путаницы. Активное слушание также является важным аспектом эффективной коммуникации. Верно. Это проявление уважения и позволяет нам понять точку зрения других. Задавая вопросы и обращаясь за разъяснениями, можно избежать недоразумений. Верно. Лучше внести ясность, чем предполагать и рисковать неверно истолковать информацию. Невербальные сигналы, такие как язык тела, также играют важную роль в общении. Невербальные сигналы могут передать эмоции и придать смысл нашим словам. Очень важно знать свой язык тела и интерпретировать чужой язык. Именно так. Невербальные сигналы могут помочь нам оценить общее передаваемое сообщение. В письменном общении очень важно правильно использовать грамматику и пунктуацию. Да, это обеспечивает ясность и делает сообщение более профессиональным. Корректура и редактирование могут помочь устранить ошибки и улучшить качество письменной коммуникации. Уделение времени на проверку и доработку свидетельствует о внимании к деталям и профессионализме. В команде эффективная коммуникация способствует созданию позитивной и продуктивной рабочей среды. Когда все в курсе, задачи могут быть выполнены эффективно. Коммуникация также укрепляет доверие и отношения в команде. Это позволяет членам команды открыто выражать свои идеи и опасения. Конструктивная обратная связь – еще один аспект эффективной коммуникации. Обратная связь помогает людям расти и совершенствовать свои навыки и производительность. Важно давать обратную связь конструктивно и уважительно. Совершенно верно. Оно должно быть сосредоточено на улучшениях, а не на критике. В заключение, эффективная коммуникация является ключом к успешному сотрудничеству и командной работе. Урок 14. Привлечение разнообразия. Привет, Анна. Как ты поддерживаешь себя в последнее время? Привет, Джон. Что ж, я пробовал разные занятия, чтобы было интересно. Приятно это слышать. Разнообразие может сделать жизнь более увлекательной и полноценной. Да, это помогает предотвратить скуку и мотивирует нас. Какие виды деятельности вы изучали? Я училась играть на гитаре и пробовать новые рецепты на кухне. Звучит забавно. Изучение игры на музыкальном инструменте может быть полезным опытом. Это сложно, но приятно. Мне нравится ощущение прогресса и освоения новых аккордов. Кулинария – отличный способ раскрыть творческий потенциал и попробовать новые вкусы. Абсолютно. Я экспериментировала с блюдами международной кухни, и это было очень вкусное приключение. Вы уже нашли для себя какие-нибудь любимые блюда? Я влюбилась в тайское карри и домашние суши-роллы.
Звучат очень вкусно. Как-нибудь мне придется попробовать их самому. Вам определенно стоит это сделать. Это отличный способ познакомиться с разными культурами с помощью еды. Помимо музыки и кулинарии, пробовали ли вы заниматься другими видами деятельности? Да, я посещаю уроки танцев и занимаюсь йогой для релаксации. Танцы — прекрасный способ выразить себя и оставаться активным. Это также фантастическое средство для снятия стресса. А йога помогает мне обрести равновесие и спокойствие. Занятие различными видами деятельности также может привести к появлению новых увлечений и интересов. Совершенно верно. Это расширяет наш кругозор и помогает нам раскрыть скрытые увлечения. Заметили ли вы какие-либо положительные изменения в себе с тех пор, как вы стали принимать разнообразие? Определенно. Я чувствую себя более энергичной, вдохновленной и открытой для новых впечатлений. Это просто фантастика. Удивительно, как новые вещи могут обогатить нашу жизнь. Это действительно так. Это делает жизнь интересной и помогает нам расти как личности. Меня вдохновляет твоя готовность заняться различными видами деятельности. Спасибо. До сих пор это было очень полезное путешествие. Я обязательно прислушаюсь к вашему совету и внесу больше разнообразия в свою жизнь. Рада это слышать. Это привнесет в ваши дни свежий взгляд и вдохновение. Спасибо, что поделились своим опытом и идеями. Урок 15. Австралийская глубинка. Привет, Анна. Вы знали, что овцы и крупный рогатый скот выращиваются в австралийской глубинке? Привет, Джон. Да, несмотря на суровые условия, глубинка поддерживает животноводство. Удивительно, как эти животные процветают в таких экстремальных условиях. Совершенно верно. Некоторые районы глубинки удивительно пышны и предоставляют возможность выпаса скота. Я полагаю, что глубинка создает уникальные проблемы для фермеров. Определенно. Им приходится справляться с дефицитом воды и непредсказуемой погодой. В таком засушливом регионе важнейшее значение должно иметь сохранение водных ресурсов. Да, фермеры используют различные методы, такие как плотины и подземные источники воды, для обеспечения стабильного водоснабжения. Впечатляет то, как они адаптируются к окружающей среде, чтобы поддерживать свой скот. Безусловно, устойчивость играет ключевую роль в глубинке. Фермеры должны проявлять изобретательность и изобретательность. Существуют ли какие-либо конкретные породы овец или крупного рогатого скота, которые распространены в глубинке? Да, к популярным породам овец относятся меринос и донский овец, известные своим производством шерсти. А для скота? Брахманский скот хорошо приспособлен для жарких и засушливых условий глубинки. Я слышал, что в глубинке также обитает уникальная дикая природа. Да, это разнообразная экосистема с кенгуру, эму и различными рептилиями. Это должно сделать путешествие по глубинке еще более увлекательным. Совершенно верно. Его просторы и природная красота привлекают туристов со всего мира.
Могу себе представить, что глубинка также позволяет заглянуть в богатую культуру аборигенов Австралии. Да, это возможность узнать об их глубокой связи с Землей. Похоже, что глубинка полна контрастов, в которых есть как суровость, так и скрытая красота. Именно так. Это свидетельство устойчивости природы и ее способности процветать в сложных условиях. Меня вдохновляют люди, которые живут и работают в глубинке. Их стойкость и преданность делу действительно достойны восхищения. Спасибо, что поделились своими впечатлениями об австралийской глубинке. Урок 16. Запечатление воспоминаний. Привет, Анна. Знаете ли вы, что семейные фотографии — это воспоминания, снятые на пленку? Привет, Джон. Да, фотографии помогают сохранить особые моменты и людей в нашей жизни. Они позволяют нам вернуться к этим моментам и сохранить воспоминания. Совершенно верно. Просмотр старых фотографий вызывает море эмоций. Удивительно, как фотографии замирают в мгновение времени. У них есть возможность вернуть нас в тот самый момент и в то место. Мне нравится просматривать старые семейные альбомы и смотреть снимки прошлого. Это как путешествие во времени и соединение с нашими корнями. На некоторых фотографиях хранятся истории и воспоминания, которые передавались из поколения в поколение. Да, они становятся частью нашего семейного наследия и помогают нам понять нашу историю. Я заметила, что фотографии часто передают суть и эмоции людей. Совершенно верно. Одна фотография может передать 1000 эмоций. Невероятно, как простое изображение может вызвать столько ностальгии и чувств. В этом прелесть фотографии. Она говорит на универсальном языке воспоминаний. Есть ли у вас любимые фотографии, которые имеют для вас особое значение? Да, есть фотография моих бабушек и дедушек в день их свадьбы. Это заветная семейная реликвия. Наверное, это драгоценный подарок на память, запечатлевший прекрасную веху в их жизни. Это действительно так. Это напоминает мне об их любви и фундаменте, который они построили для нашей семьи. Фотографии также помогают нам вспомнить близких, которых больше нет с нами. Совершенно верно. Они позволяют нам сохранить их память и почтить их наследие. Вы когда-нибудь пробовали фотографировать сами? Да, мне нравится снимать моменты на камеру. Это творческий способ самовыражения. Фотография — это прекрасный вид искусства, который позволяет нам смотреть на мир собственным объективом. Это способ запечатлеть красоту, эмоции и уникальные перспективы. Спасибо, что поделились своим мнением о силе семейных фотографий. Урок 17. Изучение новых мест. Привет, Анна. Вы когда-нибудь бывали в чужой стране, где не могли читать знаки или понимать язык? Привет, Джон. Да, я бывал в нескольких местах, где языковый барьер создавал некоторые проблемы. Путешествие по незнакомой местности, должно быть,
было настоящим приключением. Совершенно верно. Чтобы передвигаться, требовалось немного изобретательности и находчивости. Как вам удалось пообщаться с местными жителями? Я полагался на жесты, указания и использование основных фраз из разговорника. Удивительно, как невербальное общение может преодолеть языковый разрыв. Да, улыбка и дружеское отношение могут иметь большое значение для общения с людьми. Сталкивались ли вы с какими-либо забавными или незабываемыми ситуациями во время путешествий? А, определенно. Было время, когда я случайно заказал в ресторане что-то совсем не то, что хотел. Наверное, это стало неожиданностью. Как вы с этим справились? Я посмеялся над этим и попытался связаться с официантом, чтобы исправить заказ. Именно такие моменты делают путешествие таким интересным и незабываемым. Совершенно верно. Они становятся историями, которыми потом можно делиться и над которыми можно смеяться. Сложно ли вам было ориентироваться в транспортных системах этих стран? Да, особенно когда знаки и инструкции были написаны на непонятном мне языке. Как вы преодолели это препятствие? Я обращался за помощью к попутчикам или сотрудникам станции и иногда полагался на карты и визуальные подсказки. Удивительно, как мы можем адаптироваться и ориентироваться даже в незнакомой обстановке. Да, это свидетельство нашей способности учиться и адаптироваться к новым ситуациям. Испытывали ли вы когда-нибудь уныние или подавленность во время этих событий? Иногда это может расстраивать, но я всегда напоминала себе, что это часть приключения. Это отличный образ мышления. Решение сложных задач делает путешествие еще более насыщенным. Совершенно верно. Это позволяет нам расти и больше узнавать о себе и мире. Спасибо, что поделились впечатлениями о путешествиях. Услышать о ваших приключениях вдохновляет.